Всем привет, друзья! У нас будет серия из 3 инструментов от бренда Drivak. Значит, здесь находится в синем кейсе болгарка и модель ее AG01. Решил я показать 2 кейса, так как 3 не входит в кадр. То есть, все время рассказывал, как это происходит сцепка. И эти кейсы между собой можно сцеплять и переносить как бы за одно целое. Расцепляется легким движением руки. Здесь то же самое. И мы можем кейсик наш вот отделить. Давайте уберем черный чемодан. И сегодня будем смотреть на синий чемодан. Значит, кейс по качеству довольно неплохой. Но у нас все защелки, а также петли. Вот, все на пластике. Имейте это в виду. А так, кейс хороший и крепкий. То есть, я думаю, нагрузки какие-то или падения должен держать. Если, опять же, не лопнет пластиковая петля. Вскрываем, смотрим. Видим, инструкция у нас именно для болгарки, что не может не радовать. Но инструкция такая абсолютно, видите, коротенькая. Как бы меры безопасности. И на этом все. Ну и вот расписание индикатора аккумулятора. Здесь вообще пусто для каких-либо, не знаю, пометок, заметок, что-то в этом роде. В комплекте 3 отрезных круга или диска. Значит, толщина 1,2 мм, ну и, соответственно, диаметр 125 мм. Вот такая простенькая, стандартная самая защита, которая фиксируется винтом. Рукоятка. Рукоятка уже идет немножко качественнее. То есть, как правило и обычно, это был у нас обычный такой черный и легкий пластик. Но рукояточка уже здесь весит немножко тяжелее. Видите, все облито резиной с такой перфорацией. То есть, взял в руку, и она как бы присасывается к руке. И даже, видите, сделали под бренд. То есть, якобы здесь есть виброгаситель. Ну, конечно же, виброгасителя здесь никакого нет. Вот, но... В принципе, люди стремятся сделать уже более что-то качественно. Зарядочка салазкового типа, то есть как бы стандартная. Ампераж. Ампераж мы не увидим. Все это от нас скрыто. Не знаю, ампера 1,5, наверное, будет. Вот 2 аккумулятора по 4 ампер-часа, 21 вольт. Вот так это все дело выглядит. То есть имеется и штырьковая зарядка. Также имеется, друзья, индикатор. Именно этот данный аккумулятор я дозарядил до конца для наших экспериментов. А вот второй аккумулятор я уже, видите, предварительно разобрал, чтобы показать вам внутрянку. Тестировать на емкость, друзья, наверное, не буду. Может быть, потом мы сделаем отдельным видео это все дело. А так вот пока я покажу, что там внутри. Ну и сама болгарочка. Да, еще есть ключик. Ключик тоже из хорошего такого металла. То есть вполне достаточно для этой болгарки. Хотя этим ключиком ни разу почти не пользуюсь в жизни. Вот. Ну и сама, как говорится, наша болгарочка. Давайте первым делом прочтем, что у нас написано на наклеечке. Drivak AG01, батарея 21 вольт, максимальная мощность 1200 ватт. Да, заявление хорошее. Нагрузка, количество оборотов без нагрузки от 0 до 12 тысяч. Странно, но я думаю, здесь их не будет. Максимальный диаметр диска 125 мм. Что касаемо сборки. Сборка довольно классная. Видите, эти вот черные резиновые вставки, они так сильно выпирают, что просто получается какой-то автомобильный протектор и классно лежит в руке. Болгарочка имеет вот такую вот кнопку с фиксацией. Мне лично такие кнопки не нравятся, а мне нравятся кнопки на лбу. Ну, люди разделились на 2 лагеря. Кому-то нравятся такие. Кому-то нравятся, как мне, вот эти вот кнопки на лбу, поэтому на этом заострять внимание не будем. Хотя вот такая кнопка, я считаю, небезопасной. Так как лежит болгарка где-то, нам надо ее взять, и мы при подъеме вот просто включаем данную болгарочку. По сборке я не досказал. Собрано все четко. Шов виден, но никакого облоя особо тут не ощущается. Ни на пластике, ни с этой стороны. Все гладко, четко, красиво. Единственный один момент, это вот редуктор немножко больше за сам пластиковый корпус. То есть тут пару десяточек, вот палец цепляется. Не знаю, 2-3 десятки, может 2 даже.
А вот с этой стороны вообще не цепляется. Редуктор алюминиевый. Вот так это все дело у нас выглядит. Все собрано на винтах Torx 10. Так, гаечки. Гаечки выглядят следующим образом. Все как бы по стандарту. А вот здесь, видите, уже есть насечка, как в брендовом инструменте. Но демпферного резинового колечка, конечно же, они не положили. Так, давайте займемся взвешиванием контрольным. Я думаю, всем интересно. Что-то болгарочка. Какой вес имеет. Вот так, наверное, положим. 1262 грамма. Это, друзья, без защиты и диска. Давайте сюда добавим защиту. Даже положить невозможно. Вот, и, наверное, поставим рукояточку. Ну, диск мы уже опустим. Итак, вес болгарки без диска и без аккумулятора 1514 грамм. А вот вес с аккумулятором я не знаю, смогу ли я проверить, так как смогу ли я положить все это дело. О, да, это есть. Немножко так. Это сюда. Ну и, конечно же, защита у нас идет сюда. Вот. И мы получаем 2 килограмма 100 грамм. Взвесим также и аккумуляторы. 590 грамм один аккумулятор. Наш полностью заряжен. Ну и вот этот аккумулятор. Давайте еще 4 винтика мы сюда забросим, чтобы был полностью комплект. А этот 592 грамма. То есть этот немножечко потяжелее разобранный. Займемся проверкой, конечно же, оборотов. Для этого установим защиту. Установим мой тестовый диск. Уже демонстрировать его без метки я не буду, друзья. Я думаю, за столько обзоров вы все прекрасно все это дело выучили, что все это дело хорошо работает. Зажимаем. Подключаем аккумулятор. Так, подключаем аккумулятор. Ну и что мы здесь имеем? Давайте смотреть. Первая скорость. Вот это вот первая скорость. Вторая скорость. И третья скорость. Включаем первую скорость, дожидаемся, пока это все дело погаснет. Также имеется индикатор зарядки аккумулятора здесь, ну и опять же здесь. Все, погасло, то есть проверяем на память. А мы все помним, что мы включили первую скорость. Поехали. Болгарка запускается с максимальной скорости, с максимальных оборотов. Лично для меня это огромнейший плюс. Вы уже смотрите сами. Так, теперь проверяем защиту от дурака. Включаю болгарку. Все включено. Подключаю аккумулятор. Так, диск у меня тут не раскрутился, нет. Хоп. Индикация, видите, зарядки мигает, то есть аккумулятор отключен. И болгарка не запустилась. Выключаем кнопочку, нажимаем. И болгарочка наша поехала. Ну что ж, давайте теперь все это дело по скоростям измерим обороты. Итак, будем измерять обороты. Нет, давайте с максимальных начнем. Вот максимальные обороты, в принципе. Включим тахометр. И посмотрим на эти 12 тысяч. Ну что ж, поехали. А у нас, друзья, здесь только половинка от заявления. Как я и думал. Именно это я и полагал. 6 с копейками тысяч. Еще разок. — 6750 оборотов. Ну что ж, давайте первую скорость. Так, первую скорость, вторая, первая. Меряем первую скорость.
3400, повторное измерение. Три 3400, повторное измерение. Итак, вторая скорость. Поехали. — 5600. Поехали еще раз. Вот, собственно говоря, мы и измерили скорость. Значит, кто-то говорит, что из-за тяжелого диска шлифовального как-то контроллер сбрасывает обороты. Но, поверьте мне, это полная чушь. Если есть обороты, он будет что на таком диске работать, что на просто отрезном диске. Поэтому как-то так. Отключаем аккумулятор. Откручиваем мы это все дело и будем, наверное, с вами заниматься разборкой. Вот. Перед разборкой болгарки, я же обещал вам показать аккумулятор. Значит, давайте смотреть аккумулятор. Итак, вот такой вот пластик. Пластик вот на ощупь такой какой-то как бы хрупковатый. Но это опять же не точно, это предварительное ощущение на ощупь. Ну и вот такой вот обрубок платы стоит с 3 мосфетами. Контакты, кстати, довольно неплохие. Вот, надеюсь, вам это все дело видно. Что у нас по датчику температуры? Есть он тут вообще непонятно. Сейчас будем смотреть. Ну, здесь тоже корпус такой. Значит, индикатор следующий. А вот где датчик температуры, я, друзья, в принципе, как бы и не вижу. Давайте приотпустим все это дело. В инструкции написано не разбирать аккумулятор. Да, и мы видим, датчика температуры у нас нет, то есть нет никакой защиты абсолютно по температуре. Конечно же, вам будет интересно и сопротивление. Вот эти картонки оторвем. Ух ты, смотри, как оторвалось. Ну да ладно. Так, берем наш Юрик тестер, включаем и смотрим, что и как нам выдаст прибор. Смотрим напряжение на силовых контактах. 50 миллиом. Смотрим напряжение прямо на ламелях от аккумуляторов. 45,7 миллиом. Ну и давайте по баночкам посмотрим, по параллелям. Параллель номер 1 у нас 9,2 миллиома. Ты смотри, баночка получается примерно 18-17 миллиом. 3,93 вольта. Хотя аккумулятор... нет, этот аккумулятор я до конца не дозаряжал. Вот, вторая параллель 3,92 вольта, тоже 9 миллиом. Третья параллель 8,4 миллиома, 3,9 вольта. Отлично. Четвертая параллель 8,7 миллиом. То есть, видите, баночки довольно неплохие по сопротивлению. Ну, относительно неплохие. 3,9 вольта. И крайняя пятая параллель. Вот 8,7 миллиом, 3,9 вольта. То есть, просто все как бы отлично по сопротивлению. Редко, когда такие аккумуляторы попадаются в комплекте. Вот. Ну и установлены у нас аккумуляторы следующие. Так, где тут хорошо читалось? Вот, наверное, здесь. Так, не так. Вот так. То есть ИНР 18650, 2000 мАч, 3,7 вольта, 7,4 ватт-час. А там я подсмотрел под этой вот пластиковой холдером. LH и все, никакой маркировки, ничего у нас больше как бы и нету. 25 год, 9, я так понимаю, месяц, но число уже не видно. Что касаемо сварки. Ну, сварочка такая посредственная, неплохая, не скажу, что плохая, но вот видите как. Где-то 6 точек, где-то 4 точки, где-то вообще видно там еле-еле 2 точки. Но относительно. Ну вот провода сами силовые, да, тонковатые, как по мне.
В принципе, друзья, как всегда я говорю, что нам кто-то пишет: главное в инструменте аккумулятор. Нифига. В инструменте главное инструмент. Аккумулятор не нравится, пошли в магазин, купили классный аккумулятор и работаем дальше. Ну а для тех, кому надо, допустим, там раз в неделю что-то где-то подпилить или подрезать, то и комплектных аккумуляторов, друзья, вам вполне себе хватит. И как бы не надо платить и переплачивать деньги за хороший аккумулятор. Потому что хороший аккумулятор, он должен тоже работать. Если он будет просто лежать, он у вас просто-напросто сдохнет. Поэтому, опять же, если кому-то надо что-то редко подрезать где-то на улице вдалеке, то я, наверное, даже и советовать не буду покупать хороший аккумулятор. Вот такая болгарочка с комплектными аккумуляторами вполне себе будет работать. Так, все, аккумулятор я позже соберу. А сейчас мы с вами займемся разбором болгарки. Посмотрим, что да как у нее внутри. Открутил я вот эту часть редуктора. Значит, смазки здесь, как видно, просто валом. Вот. Но смазка, в принципе, такая густоватая. Видимо, точно такая смазка, как и я кладу в инструмент. Что касаемо подшипника. Значит, здесь все, конечно же, на подшипнике. Ход очень-очень мягкий, хороший, без всяких заеданий. Это тоже плюс. А вот там посмотрим на подшипничек. Иголка или просто втулка. Там, друзья, просто втулка установлена. Так, давайте, наверное, я не знаю, как даже посветить. То есть втулочка и 3 такие пропила под смазку. Здесь просто втулочка. Кнопочка, фиксатор. Вот такой ее ход. Тоже, в принципе, отлично. Ну что ж, разбираю далее. Открутил редуктор. Давайте пробовать его снять. Хоп. Редуктор у нас вытянулся вместе с якорем. Вот такой вот якорь. Опять ход довольно неплохой. Мягкий. Все дело на подшипниках. Значит, диаметр, опять же, на глаз 26 миллиметров. Давайте смотреть. У нас нули. Вот, 25, 86, 87, ну 26 миллиметров. Давайте измерим вот эту штуку по металлу, 26,2. Так, диаметр подшипничка здесь у нас 19 миллиметров получается, 18,98. Ну давайте по латунным этим окончаниям 35,1. Ну и опять же диаметр крыльчатки, кому уже совсем интересно, 52 миллиметра. Вот, в принципе, из чего состоит сам редуктор. Так, ну отсюда я, наверное, подшипник, друзья, и не достану. Да, наверное, и смысла его отсюда вытягивать и нету. Я думаю, всем понятно, что здесь установлена не втулка, а подшипник вот здесь в корпусе. Но вот здесь вот втулочка. Ну что ж, разбираю дальше и будем смотреть. Разобрал полностью болгарина нашего. И давайте вскрывать и смотреть, что да как. Хотя тут уже смотреть, наверное, и нечего, так как все везде стандартно. Вот такой вот корпус. Толстый, прочный, классный, со множеством разных перепонок. Вот седло под подшипник. Все это как и везде. Я не знаю уже, есть ли смысл разбирать эти болгарки. То есть кнопочка у нас, вот простая кнопка включения. То есть кнопкой здесь у нас обороты не регулируются, то есть нажатием кнопки. Вот такой вот статор. Доставайся, давайте измерим. Конечно же будет 50 миллиметров, а мы с вами уже знаем по инструменту, что есть 48, 50 и даже 52 миллиметра. Да, 50 миллиметров у нас статор. Длина его по, ну вот по пластиковым этим втулочкам, ой, отливочкам
28-44, 29 миллиметров. Провод. Давайте мы возьмем и провод. Вот я нашел хороший проводок. Смотрим 0. Есть 0. И берем провод. 1 миллиметр. То есть обмотка 1 миллиметр. А так все как бы стандартно. 6 обмоток. Движок трехфазный. Все в принципе как всегда по стандарту. Значит, токосъемничек у нас двухконтактный под батареей а-ля Makita. Здесь паечка, ну такая посредственная пайка, я бы сказал. 2 кондера, кнопочка переключения и провода, как всегда, силиконовые. Здесь как бы вопросов нет. Значит, номера на контроллеры никакого нигде не присутствует. Вот в принципе и все. Собираю все в кучу. Собрал, значит, я болгарку все на место и решил еще сделать один маленький эксперимент. То есть на оригинальном аккумуляторе, на родном, мы с вами получили 6700 оборотов. И вот пришла мне в голову идея, давайте проверим, сколько же оборотов мы получим на, допустим, заведомо хорошем уже крутом аккумуляторе, будем так говорить, да. Ну, не крутом, но нормальном. Будет ли какая-то разница, либо разницы не будет. Итак, на 3-й скорости, мы все помним, она запускается. Погнали мерить. И как мы видим, обороты выросли на 300 единиц. Еще разок. Ну и вот теперь мы знаем, что нормальная скорость данной болгарки на хорошем аккумуляторе 7000 плюс там, ну, 7100 оборотов, наверное, она после разогрева возьмет. Вот, и давайте уж, коли пошла такая пьянка, я хочу показать вот реальный ток потребления холостого хода, но будем измерять уже на оригинальном, так сказать, аккумуляторе. Это подключили. Врубаем аккумулятор. Есть такое дело. Наш приборчик. Так, как же тебя тут взять? О. Так, ну и что? На максимальной скорости будем измерять ток холостого хода, грубо говоря. Погнали. Итак, в пике мы получили с вами 25,6 ампера. Вот, ну а рабочий ток холостого хода в районе 10 ампер. Ну и мы знаем, что все болгарки буквально плюс-минус потребляют этот ток. Некоторые 7, 8, даже 6 попадались. Вот поэтому вот такие у нас сведения. 20,3 вольта на борту. Ну, давайте померяем еще, знаете что, давайте уж раз видео будет и так длинным, то померяем мы с вами холостой ток, холостой ток и от вот этого аккумулятора. Ну что, погнали. Ну и показания мы получили, что пик, что рабочий ток плюс-минус одинаковые. Ну что, пойдем теперь что-нибудь порежем. Хотелось бы, конечно, все это сделать на улице, при дневном свете, но на улице у нас уже целую неделю моросит какой-то дождь, туман, просто ужас, поэтому будем делать здесь. Сразу отрежем мою железяку знаменитую, значит толщина и ширина железяки 40 на 16 миллиметров. Установил новый отрезной круг. Комплектные, друзья, не брал. Не люблю я толстые круги. Я режу либо 0,8, либо миллиметр. Всегда в тестах участвовал миллиметр. Не будем отступать от своих, так сказать, хотелок. И теперь будем резать миллиметром.
Здесь у нас лежит ваттметр, второй телефон снимает ваттметр. Потом все это дело куда-то я, как говорится, присобачу, чтобы все это было видно. Ну что ж, погнали резать. Делаем сразу рез и потом будем делать, значит, тест на сработку защиты. И смотреть пиковые токи, что сработает болгарка, либо сработает защита аккумулятора. Поехали резать. Вот, то есть отрезали отлично и уверенно. Значит, рез у нас вот такой вот, не знаю, какая сторона где, но все отлично. Значит, друзья, что заметил, вот честно, как на духу, хоть здесь всего лишь, сколько мы там намерили, 6700 оборотов, но болгарка упирается и четко работает, не блокируется, ничего, вы сами видели ток. А ток составлял порядка, сколько там я подсекал временами, 35-40 там плюс-минус ампер. Она себя ведет отлично. Ну а сейчас посмотрим на защиты болгарочки. Значит, давайте до остановки буду я упираться и будем, как говорится, посмотреть. Вперед. Сработала, как мы видим, защита болгарки, а не защита аккумулятора. Еще разок. Опять же, защита болгарки, но не защита аккумулятора. И она сама, видите, сразу восстанавливается. Вот, в районе 60 ампер идет сработка у нас контроллера. Аккумулятор, видите, живой, целехенький, не отключается. Если бы сработала защита по аккумулятору какая-либо, то у нас потух бы вот этот наш ваттметр. Так, с этими тестами, я думаю, хватит. И еще немножечко мы с вами шлифанем на моем, как говорится, диске, вот этом вот, всем вам тоже известным по моим обзорам. И посмотрим, как она будет шлифовать там на первой, второй, третьей скорости. Диска практически не износилась. То есть тоже класс. Конечно, оборотиков хотелось бы побольше, она бы еще бодрее все это делала. Но, ребята, не в качестве рекламы, но вот мне понравилась ее работа. Так, диск установили. Ну что, давайте на третьей скорости и буду жать. Посмотрим на токи. Погнали. Все, до остановки там тоже в районе 60 или 65, не помню, ампер. И вот так это все дело выглядит. Еще разок. Вот так, задушил. Опять же, тем, кто понимает, тот понимает. А тем, кто не понимает, значит, я делаю удушающий тест.
То есть в таком режиме мы с вами никогда болгаркой работать не будем. Режим работы спокойной болгарки, вот в принципе как и на отрезном диске, где-то 30-40 ампер. Вот так. Давайте я сейчас продемонстрирую спокойный режим работы и шлифовки. И как мы с вами все видим, работа прекрасно выполняется на токах от 30, грубо говоря, до 40 ампер. Болгарка не душится, не давится, работает отлично. Ну что ж, первая скорость. Нет, давайте сверху вниз тогда. Уже с третьей мы начали, давайте вторую. Вторая скорость, надеюсь, видно. Вот, 37-36 ампер, и она задохнулась. Еще разок. Да, что-то в этом районе, и она задыхается. Опять же, под таким давлением даже на второй скорости мы с вами работать не будем. Проверяем спокойную, нормальную работу. Видите, здесь она работает уже в районе 20 ампер, судя по ваттметру. И при таком небольшом, ну как небольшом, при давлении, когда нужно, она у нас уже так вот подзадыхается. Ну и давайте первую скорость посмотрим. Первая скорость. 30, сколько там, 7 ампер, она еще волокла. Еще разок. Вот, видите, 35 и все. Ну, грубо говоря, 35 ампер, и она задыхается. Проверяем спокойное шлифование. Ну вот, друзья, надеюсь, на этом как бы достаточно. Все понятно, как-то на первой скорости даже немножко бодрее работает, нежели на второй скорости. Ну а на третьей она волокет хоть куда. Поэтому, понятное дело, друзья, не для профессионального использования все это дело. Хотя моя первая болгарка, допустим, была Хеймердингер, у нее вообще было, если вы помните, по-моему, 5000 оборотов. И она шикарно совсем справлялась и работает по сей день. Ну, уже у другого, правда, человека. Вот. Поэтому, как бы, аппарат стоящий. На белорусские деньги это сколько там? 170 рублей на сей день она, по-моему, стоит. Вот это что-то в районе 60, на минусе даже, наверное, долларов. 2 аккумулятора. Ну, короче, весь этот комплект. Ссылку, кому интересно, я дам в описании. В принципе, машинка-то работает отлично, никаких абсолютно претензий нет, кроме единственной, конечно, что заявлено 12 тысяч оборотов, она в реале 6700 на хорошем аккумуляторе 7000 выдает. Вот, на этом будем закругляться. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, подписываемся. На этом всем пока, до новых встреч, до новых видео, до новых резов. Желаю, чтобы все.